Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы поговорим об итогах визита российского президента Дмитрия Медведева в Армению. Визит, безусловно, был очень значимым, очень важным. Насколько я помню, это первый визит российского президента, который имел статус государственного. Безусловно, первый, как бы по информационной значимости итог, это, безусловно, продление на достаточно длительный срок пребывания российской военной базы в Гюмри. Безусловно, определенное изменение не только сроков, но и целей и задач присутствия этой базы является важным, причем взаимно важным и для России, и для Армении. Я бы сказал так, что это изменение, мне кажется, является важным для укрепления мирного характера отношений в целом в Кавказском регионе. И может быть, кто-то в соседних странах по этому поводу будет возражать, но я, например, считаю, что, по сути, такое, так сказать, расширение статуса ведет к тому, чтобы переговоры и решение проблем в Кавказском регионе шло только в мирном направлении. Это стабилизирующий фактор. И стабилизирующий фактор, подчеркиваю, для всех. Но ведь не менее важным с точки зрения улучшения стратегического положения Армении является и, казалось бы, чисто экономические соглашения, например, в вопросах ядерной энергетики. Для Армении принципиально важным является создать самодостаточную энергетику. И чем больше будет эта самодостаточность, которая в условиях Армении, отсутствия органических энергоресурсов, это только может быть атомная энергетика. И поэтому это тоже в определенной степени стратегический, и в том числе и геостратегический результат этого визита. Мне кажется, что и Россия, и Армения должны, как, я бы сказал, будем прямо говорить, наиболее продвинутые в военном отношении и в военно-стратегическом отношении. И в той и другой стране есть очень серьезные традиции в этом плане. Самым активным образом поучаствовать в том решении, которое было принято на неформальном саммите ОДКБ. Как, с одной стороны, в максимальной степени облегчить возможность помощи странам-участникам в таких ситуациях, какая была недавно, в таких трагедиях, которая была недавно на юге Киргизии, и как при этом избежать, так сказать, опасений стран-участников о возможном вмешательстве со стороны стран ОДКБ во внутренние дела. Безопасность на Южном Кавказе является достаточно непростым вопросом, и те усилия, которые прилагаются Российской Федерацией для нормализации ситуации в регионе, в частности, это касается и посреднических усилий по решению Нагорно-Карабахского конфликта и усилению российско-армянского сотрудничества, что, замечу, совершенно не означает ослабление какого-то сотрудничества России с Азербайджаном. Российско-азербайджанские отношения в различных областях, так же, как мы знаем, имеют достаточно положительную динамику. Все это, на мой взгляд, способствует не только усилению роли России, но также отвечает интересам других стран, которые получают в этом неспокойном регионе, где
существуют неразрешенные конфликты, существует очень много явных противоречий, скрытых противоречий, получают в этом регионе шанс на нормальное развитие, в том числе и экономическое развитие. Здесь уже много говорилось о сотрудничестве российско-армянском в ядерной сфере, в некоторых других сферах различные инфраструктурные проекты. Мне представляется, что российско-армянское сотрудничество, конечно, должно выходить, насколько это, конечно, возможно в нынешней непростой политической ситуации, за такие региональные рамки, за рамки двухстороннего сугубо сотрудничества, и должно постепенно вовлекать третьи страны, о чем здесь вот уже коллеги говорили. Мне представляется, что это возможно сделать только в условиях, когда исключен хотя бы малейший риск возобновления боевых действий, который может привести действительно к непредсказуемым последствиям. Видимо, усилится сейчас и влияние, то, что мы называем русского языка. Дело в том, что известно, что вот месяц-два месяца назад было сделано заявление о том, что русская школа в Гюмри, русскоязычная школа в Гюмри, она закрывается. Министерство обороны не будет ее, так сказать, субсидировать, финансировать. Вот. Но, посмотрите, вот то, что президент России вручил государственные российские награды ряду преподавателей, да, условно говоря, это вот преподаватели Российско-армянского университета, ректору, другим преподавателям, это свидетельствует о высоком уровне, который Россия уделяет и обращает внимание на то, что она поддерживает развитие русского языка в Армении. Это ни в коем случае не значит, что русский язык должен быть там главным или еще каким-то, но российская страна считает, что это один из важных приоритетов, который должен существовать в Армении. Спасибо.